Расы, которые развязали войну, пошли на мою землю, поубивали всех на свете, бомжами сделали. Мариуполь уничтожили. А Наши власть защитники. где? Какая власть? А власть упиздила на курорты. Власть. Вот наши защитники, которые действительно пришли, спасли. Дали воды, дали поесть. Сейчас укрытие делают. Все. Разбомбили нас, все, прямой наводкой. Скажите, но это бомбили украинцы? Азовцы. Азовцы. Поедьте вот сейчас на Громову, АЭС-2. Посмотрите, что они там прямой наводкой. Люди пришли в квартиру, они вчера стреляли, крик был. 6 этажей горело. А сегодня у нас закрыли подъезды и сказали, вам кипец. Или пипец. Это сам Азов сказал такое? Азов. Они окружили 4 дома и бомбят. Прямая наводка, 14-этажка. Люди жили. Поедьте АЭС-2, посмотрите. Вот, выйдите сюда, за город. Красивые дома. А что они сделали с остальными домами? Что они сделали с остальными? Я одного не понимаю. Вот я серьезно, я не понимаю. Они должны были вас там как-то там гуманитарные коридоры. Какое Они запретили. Они уничтожили все продовольственные магазины, вывезли все. Мы живем в эпицентре, я лично своими глазами видела, как они снаряды летели, дома горели. Сельпо рядом. Они уничтожили все продовольственные магазины, вывезли сначала, а потом, наши пришли люди, жрать надо, потом строительные, вся инфраструктура полностью уничтожена. У меня с окна видно троллейбусный парк, поставили пушки, прямой наводкой на наши дома, сгорели. Что? А как стоянка в снарядах? А вот вы поедете туда, увидите, люди валяются, снайпера валяются, люди возле подъездов. В смысле, снайпера стреляли? Да, на крыше залазили, пулеметы ставили, строчили. 21 день в подвале. Мы не могли выйти. Какой зеленый коридор? И они еще хотят, что все пидорасы. Кто развязал эту войну в 2014 году? Че? Они скакали на Майдане, а мы налоги платили, работали на них. Это правда. Это правда. А Зеленский, когда шел на выборы, что он обещал? Он мир обещал. Вот и получите. Гандон он, самый настоящий пидорас и гандон. Все. Порошенко, Турчинов, Яценюк, кто сжигал наших милиционеров, вот там вот. Поедьте, посмотрите, до сих пор здание-то. С пушек стреляли, с пушек. 9 мая только из-за того, чтобы пойти расстрелять наших дедов, которые защищали нас, которые дали нам жизнь. Они что сделали? Идите, стреляйте. А этот Ляшко, окурок обоссанный, нашим хлопцам, которые взяли, ногти живьем вырывали. У нас женщина живет там. Сына они 8 лет не видела. Ждет, чтобы пришел. В Донецке поменяли. Говорит, я сына 8 лет не видела. 8 лет не видела. И они хотят, чтобы единая Украина. Да никогда. Мы их презирали, этих бендеров, и будем презирать. Как наши родители презирали, так и мы будем презирать. Правильно? А вот этих, правильно Путин сказал, поймать этих сук. Турчинова, Порошенка, Яценюка, Порубія, балакати не вміє, не по-якому шепелявий. Що він зробив в Одесі? Что он сделал в Одессе? Сжег. А наших милиционеров за что стрелял? Невинные люди. Ехали танки, стреляли 9 мая, которые сидели, отмечали в кафе. Люди падали. Слушайте, у меня такое впечатление, что вы 8 лет очень сильно хотели это сказать. Я хотела сказать это, что в 2014 году вы какого хера пришли к нам? Мы работали, у нас все предприятия было. Мы русские. Да, я русскоговорящий, да, я русская. Да, у меня отец русский, я русская. Я русская. Я русская была 45 лет, пришли-то неньку мамку. Нахуй бы она нужна была, эта ненька-мамка. Согласны? Абсолютно. Я тоже русская. Теперь посмотрите на меня. Седая. Брови посидели за ночь, как стреляли. Седая. Все будет хорошо. Как вас зовут?
Наташа, Наташа. Меня Майя зовут, Наташа. Все будет хорошо. я вот хочу, чтобы Спасибо. в Москве увидели меня. Обидно, что такие пидорасы приходят к власти, ограбили людей. И на Мальдивах, где их деньги? Где? В офшорах? В офшорах. В Это офшорах. правда. Дай Бог. Вот их наши проклянут до 10-го коления. До 10-го коления. Они пришли к нам с войной. Они пришли к нам с войной. Мы жили, работали. Мы знали, что есть предприятия, есть все. Мы достатки были. Все. И что? И что получили? М? Спасибо вам большое. И вот не знаю, у меня родня вот живет. Дети. На Кирова. Спасибо, что вы выдержали все это. И дай вам Бог удачи. Это ад. Стреляли по нас, Азов стрелял, Азов. Мы это лично видели. Я лично видела. Пусть все знают, пусть весь мир знает. Азов и правый сектор нас убивал. Просто-напросто, тупо, понимаете? Гора, вот эта шлаковая гора, Азовсталь. Они оттуда стреляли по частному сектору. Они полностью все уничтожили, полностью. Весь левобережный район, понимаете? Его восстановить нереально. Его нереально восстановить. Это фашисты, это фашисты, каратели, понимаете, фашисты так не делали, как эти скоты. Пришли вот ребята к нам 4 дня назад, Кадырова бригада. Они там, да, эти старые дома азовстальские, ну как называется, сталинки. Ребята туда заехали, поставили своих людей возле подъездов. Ну понятно, они тоже пить чаек хотят. Они к нам обращались прекрасно. Подходят всегда, уважаемые, воды надо, принесли нам воды. Правда, другой раз попросили, если вам вода надо, давайте съездим сюда, Рябина, воды наберем. Одна женщина за рулем, с ними мотанулась, ну, литров 300 воды набрала. Безопасно они ее провели, она вернулась, все. То есть помогали кадыровцы, которые никогда до этого в Мариуполе не были, а местная власть просто испарилась. Ноль. Местная власть ноль. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Я с Мариуполя. Мы живем на Кировском жилом массиве на проспекте Металлургов. Значит, ситуация случилась такая. Зашел Азов к нам. Пришли именно на поселок, стабильно, все. Вот. И начали первое, что устраивать, начали утюжить наш район. Закидывать его минами, стрелять из танка по зданиям. Зная о том, что там люди, да, они начали это делать. Они расстреливали стабильно на протяжении 5 дней мы сидели, никуда не выходили. Вообще не выходили. Выбегают люди, они поджигают 9 этажи, 9, 8, 7, потом пропускают 1 этаж, поджигают еще, люди начинают бежать по ступенькам, по лестничным клеткам. Они выбегают на улицу, и их на улице начинают просто тупо расстреливать под подъездами. Автоматными очередями. Вы это видели? Мы это видели. Притом еще они кричат, типа, что ты с ними возишься, что ты тут детский садик устроил, кончай их всех. Да, мы это видели, мы очень долго боялись спускаться в подвал, потому что у нас маленький ребенок, ну как маленький, ему 7 лет, она очень боится темноты, и как бы мы старались до последнего держаться, но когда уже начал гореть прям весь микрорайон в округе, причем, понимаете, вне комендантского часа, то есть выйти невозможно, потому что пулеметные очереди, они просто не прекращались, при этом всем они шли только в одну сторону, не было какой-то ответной пулеметной очереди, то есть звук шел только в одну сторону. С кем перестреливались украинские военные, мы до сих пор не можем понять. Много людей погибло? У меня муж погиб. Прямо во дворе. А так очень много людей погибло? Много. Во дворе светлая память ему. Скажите, пожалуйста, простите, скажите, пожалуйста, простите, пожалуйста, мы искренне соболезнуем. Да. Ужас просто. Скажите, как больница пережила или не пережила? Люди так же, как сидели.
А? Люди в подвалах сидели. Человек сколько? 350 человек. 350 человек. 400 человек в подвале Какой сидели. ЖД больница. С детками, со стариками. Зашли украинские солдаты туда. Но я там не сидела, там мой сын сидел. Сказали, что выходите, мы дадим зеленый коридор. Они не захотели выходить. Они привезли батюшку отсюда, да, городского батюшка. Батюшка их уговаривал, чтобы они выходили. Дадим зеленый коридор. Они сидят, люди, понимают, что нельзя выходить. Они там сидели в подвале. Ну, когда они поняли, что люди не хотят выходить, они начали на них кричать, что вы сепаратисты, вы сдохнете с голоду, вы будете друг друга жрать. Вот. Поэтому... Ви знаєте, в підвалі посидіть, я теж думала, я будочка перенесе. Стойко перенесли, молодці. Дяді плохие воєнні, стріляють. А скажите, пожалуйста, а кто разбил эту больницу? Ну, все били, там непонятно. И военные, украинские тоже там рядом возле питомника сидели, они ездили танком и стреляли чисто их по больнице. Что? Со всех сторон заїжджав. З одної сторони заїхали, постріляли, з другої заїхали, постріляли. Прямо и по больнице тоже? Кто стрелял? Украинские военные. В квартире женщина сгорела заживо. А много пленных они забрали? Людей забирали мирных жителей? Заживо сгорела. Вони забирали їх як щит. Как щит, да, держали, как заложников вас? Понятно. Я уполномоченный по правам человека Чеченской Республики. Не знает за Я маму перед тем, как приехать сюда, общался с уполномоченным по правам человека Российской Федерации, Татьяной Москальковой. Она мне попросила вам передать, что вся страна с вами болеет за вас. Я думаю, в ближайшее время все это закончится, весь этот ужас, весь этот ад, и всячески будут вам помогать. Сейчас гуманитарную помощь привозят вам? Пока нет, идет Нет? на Мариуполь. А с чем вы питаетесь? Что вы кушаете сейчас? Давали вам? Понятно. В городе много людей убито было, как вы думаете? Много, да, много. Много? Вони колони розстрілювали перед мостом. А что значит расстреливали колонны? Давали зелений коридор, а Так. потім стріляли. З двох сторон сиділи, розстріляли. Подождите, они дают зеленый коридор. Да. Вони казали, Люди люди выезжают. виїжджали. 5 числа вони розстріляли 2 колони на Журавлі. Прямо по мирным людям украинские военные. Їхала колона, ззаді свідетелі є, ззаді їхала машина, вони чудом розвернулися і удрали, чудом, і вони розказували це. Вони розстріляли. Так поэтому не выходили люди из Да, подвала? из-за этого они не выходили, потому что они А знают, вот что в их данной расстреляют. больнице что происходило? Тут тоже лежали больные в то время, больница да, действующая да, была. люди там И тут, Роды принимали. И тут, говорят, в заложниках держали да, бежен, в этой людей, которые лечились в больнице, да? Да, да, были люди тут в подвалах. Тоже полные подвалы были люди. ужас просто. Ранених лічили, зашивали, все, медсестри молодці. Понятно. Скажите, в городе мы встретили мужчину, который вообще повел нас и сказал, что его выгнали из квартиры. То есть в его квартире обосновались украинцы. Он плакал. Это что? Это было не единичный случай. не единичный случай. Нет, они жили в наших домах. Ну, я сама с Карловки, с села. Они жили у нас в домах. Топили печки, а женщину выгнал на улицу. А вот сейчас мы слышали, что вот в Мариуполе, в частности, что на верхних этажах они обустраивали бойницы. Да, да. Вот такое, да, есть? Да. И у вас такое тоже было? Не, я не знаю. За нас нет. Нас вони У них ховалися нет за людьми, за высоких, дітьми у них ховалися. высоких зданий нет. Но они Я жили правильно в домах. Ну, понимаю? у нас є, але вони стріляли. У нас, виходить, друг друга обстрілювали. Я жарю, я на Платоновці. Вони 3 число дуже було страшне. Це було взагалі, я думала, що це 4 буде, я взагалі не видержу нерви. Вони тоді по квадрату, і це почали. Ну, за так ні. Колони розстрілювали, за це ми не чули. Я говорила, хлопцы, идите домой. А они говорят, у нас нет приказа идти домой. Нет приказа. Нет приказа. Нет приказа. Я говорю, вы устали? Он говорит, устали. Говорю, так идите домой. Нету приказа. Вот придет ДНР, они вас убьют. Ховайтесь. Они так Они говорили? так, да, мне сказали лично. Придет ДНР, они вас будут расстреливать, убивать. А когда пришел ДНР, что было? Ну, я хлеб пекла, борщ варила, кормила солдатов. Нормально все было хорошо. А они хорошо к вам? Да, да, они были у меня дома, кушали, я их кормила. Хлеб им пекла, муку давала. Вот. Ну, нормально все.
все хорошо. А хлопчики тоже, то таксисты, молоденькие, по 20 лет с ДНР, они с Донецка. Один шахтер был мужчина, ему 45. Сказал, что после войны гости ко мне приедут. Пообещали. Вот. Вот он увидит вас на видео и вспомнит обещание свое. Ну Спасибо да. большое. Девочки, спасибо. Донбасс будет жить вечно! Россия принесла сюда, и все будет жить. Ай, хорошо как! Храни Господь Донбасс! Донбасс будет жить вечно! Сынки, спасибо! Сынки, спасибо, родные! Этих демонических человеческом обличии выкорчуйте их, чтобы занозы нигде не осталось. Пришли, хоть столько время прошло, а сколько мы ждали вас. Сколько мы вас ждали. Молодцы. Гнать их паскуд надо, гнать их. Вот веришь, не веришь, они спалили интернат. Ничего здесь сюда не прилетало, спалили его. Бабара. Спина болит. Что ты делаешь? Уже аккуратнее на хрупкое бедное. Солнышко, родное мое. Блин, ну... Храни вас Господь. Сейчас. А гимн Донбасса. Гимн Донбасса. Только Россия, но он будет звучать, как же? Скажите, а в России это будут видеть? Конечно, а как же? Могу я, Доля? Дочечка, родненькая, мы живы-здоровы, у нас все хорошо. Егорушка, внучок, Русланчик, сыночек, все хорошо, не переживайте за это. А если... Донбасс будет жить вечно! Ну подождите, молодой человек, вы подождите. Скажите, это из Твери будет, да? Там родственники у нас. Танечка, сестричка, мы живы, но дома у нас нету. Приедем к тебе, Таня. Оля, к тебе приедем. Мои родные россияне, живите, цветите.